На западе Беларуси стоит Гальшанский замок. Рядом с ним находится католический монастырь. Этот монастырь в XVII веке основал белорусский дворянин Павел Стефан Сапега. Он пригласил строителей и приказал построить монастырь как можно скорее. Строительство монастыря шло довольно быстро. Вскоре появились монастырские стены и церковь. Но, к несчастью, одна из стен постоянно разрушалась. Строители пробовали использовать разные методы, чтобы стена не разрушалась, но ничего не помогало. Время, которое было у мужчин на создание монастыря, уже заканчивалось. Павел Стефан Сапега очень разозлился, когда узнал, что его заказ еще не готов. Он сказал, что если строители не закончат монастырь вовремя, то он прикажет их убить. Строители очень испугались и решили посоветоваться с ведьмой, которая жила в лесу недалеко от замка. Женщина сказала строителям, что им нужно принести в жертву невинного человека, тогда стена не разрушится. Мужчины долго обсуждали этот совет и решили, что принесут в жертву жену строителя, которая первая принесет обет своему мужу. В день жертвоприношения каждый надеялся, что не его жена первой придет в монастырь с обедом. Но вот вдалеке появилась женская фигура. Женщина подходила все ближе и ближе, пока один из строителей не узнал свою молодую жену. У них недавно была свадьба, и теперь каждый день женщина приносила обед любимому мужу. Несчастному строителю было больно смотреть, как его жена исчезает за рядами кирпичей, но он ничего не мог сделать. Последние его воспоминания о жене, ее полные ужаса глаза. Мужчины еще долго слышали плач молодой женщины в стене. С того дня стена перестала рушиться, и строители, наконец, смогли закончить монастырь. Павел Стефан Сапега был очень рад, он щедро заплатил строителям за работу. Правда, монахи, которые приехали в этот монастырь, говорили, что чувствуют рядом со стеной необъяснимый холод, а по ночам видят белую фигуру молодой женщины. Это привидение стали называть Белой дамой. Эта история могла быть только страшной легендой, но во время реконструкции Гальшанского монастыря под стеной нашли скелет. После экспертизы специалисты объявили, что это кости молодой девушки, которую замуровали заживо. Пальцы на руках были сломаны, жертва пыталась выбраться из ловушки, в которой ее замуровали. Но у нее не было шансов. Рабочих, которые нашли кости, попросили похоронить девушку на католическом кладбище. Но мужчины были ленивыми, они просто оставили коробку с костями недалеко от монастыря. После этого рабочие один за другим умерли при странных обстоятельствах всего за 4 месяца, а стена монастыря снова стала разрушаться. С тех пор на территории монастыря происходят странные вещи. Здесь внезапно включается и выключается свет, ломается сложная техника, в коридорах можно услышать шаги и плач, а некоторые люди даже видят фигуру девушки в белой одежде. Белая дама не любит людей, особенно мужчин, из-за которых она умерла страшной смертью. Говорят, если кто-то из них остается в монастыре на ночь, ему кажется, что он в неизвестном месте, поэтому он может всю ночь бегать по территории монастыря и искать выход. Но в последнее время никто не хочет это проверять.